Друзья, всем привет! Вы на канале Leo Girap, и меня зовут Лео. Сегодня у нас обзор на Konami Hoshino. Konami — это одна из моих любимых фирм стеклопадов. Будет очень интересно посмотреть на их новинку и что она из себя представляет. Поехали! Так, размер у нас стандартный 49 на 42. Обработка углов очень качественная, скос минимальный, плавный, рукой пад практически не ощущается. Подложка. Друзья, я много раз вам рассказывал, насколько же идеальная подложка у падов Konami, настало время это продемонстрировать. В данный момент я уезжаю на стуле назад. Сейчас я упираюсь ногами в пол. Я думаю, вы видите, как побелели мои руки. Я пытаюсь его сдвинуть, но это невозможно. Только достаешь коврик и касаешься его, это просто... Хочется его гладить и рассказывать об этом другим. Но нас с вами всегда интересует в первую очередь, как же этот коврик ведет себя в играх. Итак, друзья, переходим к поверхности нашего коврика Konami Hoshino. Мне даже как-то немножко неловко класть ладонь ей на носик. Ну ладно. Konami Hoshino — это у нас коврик с покрытием. Как это ощущается? Естественно, он более гладкий, чем любой другой коврик без покрытия. Я думаю, вы могли немножко удивиться, какой коврик у нас сейчас в кадре на сравнение. Эти коврики, они как антагонисты. Это супер гладкий, бархатный, очень-очень приятный на ощупь коврик. Рин — это тоже гладкий за счет того, что этот пад с покрытием, но этот коврик у нас максимально текстурный, и если вы вот кладете их рядом и сравниваете, этот, как я уже говорил, абразивная терка, а этот максимальная мягкость, плюшевость, очень-очень приятный на ощупь, гораздо приятнее, чем Рин. По глайду. Мышка и там катается очень быстро. Пады у нас оба очень тонкие. Я могу мышку спокойно гонять туда-сюда. И там очень быстрый глайд. При этом, что интересно, несмотря на то, что на ощупь эти пады отличаются очень сильно, по факту в игре они безумно похожи. И тот, и другой обладают очень легким стартом. И там мышку с места сдвинуть очень легко. И там вы абсолютно не будете ощущать, что у вас мышка как-то плавает или неуверенно стоит на месте. Вы обладаете возможностью легкого старта, при этом чувствуете себя вполне стабильно. Почему так происходит? И там, когда мы пад немножко вжимаемся, он начинает давать нам контроль. Под давлением Hoshino становится медленнее. Не супер медленнее, но медленнее. И это действительно очень сильно сравнимо с Рин, Фантомом и так далее. Чем сильнее вы давите на мышь, тем сильнее вы замедляетесь. Если поискать корни, откуда они произрастают, я подозреваю у Hoshino, то давайте посмотрим на макроснимки текстуры. И обратите внимание, я специально сделал небольшую подсказку. Что у нас здесь рядом? Вот здесь. Вы не находите небольшие сходства? На мой взгляд, они очевидные. Hoshino — это очередная итерация Tokusai The Beast. Опять, да, снова. Но у него немножко более мелкое зерно, и перепады между зернами чуть поменьше, поэтому он ощущается не таким абразивным, как Beast. Вот, и из-за этого он быстрее, чем Beast, и по скорости приближается к современным скоростным решениям вроде Rin и более позднего пада Tokusai Фантома. При этом он однозначно ощущается быстрее и чем Фантом, и чем Beast. И вот что-то прям на уровне Рин. Да, они абсолютно по-разному ощущаются, когда водишь по ним мышкой, но именно в игре это очень сильно близко. Попозже мы проверим с вами, так ли это на тестах. Давайте сейчас я быстренько прогоню вам сравнение макроснимков текстуры Hoshino со всеми известными последними падами, которые были у меня на обзорах. Ставьте паузу на моменте, где хотите рассмотреть текстуру подробнее. Пока мы не перешли к тестам, мое
краткое резюме. Если у вас когда-либо был Tokusai The Beast, и вы хотели что-то более гладкое, приятное, такое прям вельветовое на ощупь, при этом еще быстрее и с такой же возможностью подконтролиться, то Хашина — это произведение искусства, которое по всем характеристикам вам обязательно подойдет. Покажу вам небольшие вставки геймплея из Overwatch. Поиграл на этом коврике с удовольствием. Около где-то 5 дней он был у меня на плотном тестировании. Что из реальной игры хотел бы еще отметить, что все-таки он ощущается чуть медленнее моего любимчика Сая, поэтому на нем у меня иногда было ощущение, что я чуть-чуть не поспеваю за целью там, где я поспеваю на Сая, но при этом я ощущал себя гораздо стабильнее на долгих треках, проводках и вообще даже при удержании мыши на месте. Он дает вам гораздо больше ощущения баланса, контроля, стабильности, и при этом все еще остается очень-очень быстрым ковриком. Это безумно красивый, еще более быстрый Tokusai The Beast. Его современная тончайшая итерация с потрясающей обработкой и потрясающе красивым принтом. Мне сложно держаться, постоянно хочется его гладить. Он очень приятный. А теперь время небольшого саунд-теста. Переходим к тестированию коэффициента статического сопротивления, и Konami Hashina — это первый коврик, на котором это делать чрезвычайно сложно из-за его супер качественной подложки. Пад буквально было не оторвать от стола. Друзья, ну и наконец долгожданное. Дроп-тесты. Друзья, на протяжении всего обзора я говорил вам про сходство Hashina и Rin. Настало время видеть это наглядно. Без нажима Hashina, как и Rin, это очень быстрый пад, и он в лидерах нашего рейтинга по скорости. Бархатная текстура и легкий старт — это то, за что его действительно стоит любить. Но стоит вам добавить вес, и Hashina, так же как и Rin, перемещается в центр топа. Под давлением он значительно замедляется. Но, как видите, это и все еще не такое сильное замедление, как у Биста и Фантома, так что Konami оказывается примерно на уровне Rin. В тесте на 45 градусов ситуация похожая, честно говоря, даже нечего особо добавить. Друзья, по просьбам подписчиков я создал телеграм-канал. Там вы сможете почитать новости, увидеть дополнительный контент, а также пообщаться со мной и другими участниками чата. Залетайте! Как обычно, обобщаем полученную информацию в наших чартах. Чарт «Скорость без нажима» от самого медленного к самому быстрому. Чарт «Скорость под нажимом» от самого медленного к самому быстрому. Чарт по коэффициенту статического сопротивления от самого медленного к самому быстрому. Чарт абразивность тактильная от самого грубого к самому гладкому. Чарт по размеру зерна от самого мелкого к самому крупному. Друзья, понравился ли мне Konami Hashina? Конечно, понравился. У него потрясающее качество изготовления. Углы, подложка, сама поверхность, принт, все просто фантастика. Помимо этого, пад предоставляет вам прекрасную поверхность, которая очень скоростная и с возможностью контроля. Если бы я выбирал между Dysphoria Sai и Konami Hashina, я бы сказал вам, что это безумно сложно, потому что если Dysphoria Sai это для меня уже как мое идеальное оружие, то Konami Hashina это оружие, которое к нему приближается лично для меня практически вплотную и при этом безумно красивое. Ключевое различие в том, что у Hashina немножко более мелкое зерно, и при этом перепады между зернышками немножко побольше. Из-за этого он дает больше ощущение текстуры, чем Сая, более бархатная, более тактильная, и при этом эти же более мелкие зернышки чуть сильнее замедляют вас в движении. Друзья, и анонс следующего ролика. Та-да-да-дам! Наконец-то! Glassworks Polarity.
Благодаря любимому Final Gear коврик ко мне уже приехал, я уже активно его тестирую, мне нравится то, что я вижу, но подробнее все, естественно, спустя время, потому что нужно поиграть, нужно потестировать и уже на основе этого делать выводы. Так что, если вам понравилось то, что вы увидели, и вы не хотите терять со мной связь, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь. Оставляйте комментарии, на которые мне так нравится отвечать. Ну а на сегодня у меня все. Пока.